Привет, друг! И вот настала вторая часть продолжения этого ролика. Вот первая. С чего бы начать? Даже не знаю. Присаживайся поудобнее, так как информации будет много. Кстати, в этой части тоже будет розыгрыш. Кому интересны результаты предыдущего, информация у меня в телеге. Сегодня я хотел бы рассказать, как для меня прошел весь летний сезон. Чего я добился, что пооткрывал, что выбил, что не выбил и сколько нафармил БП. Вместе с деньгами еще и всякие интересные моменты и детали. Для более ясной картины рекомендую ознакомиться с двумя предыдущими роликами на эту тему. Отмечу сразу, я ни копейки не задонатил в эту игру, ибо она этого не достойна. Нихуя себе, блядь. Все, чего я добился, я сделал своими руками, жертвуя тоннами свободного времени. Начнем с уровня БП. За весь сезон я сделал 5100 уровней боевого пропуска. Хотя на самом деле фармил только первые 1,5 месяца. Если бы не уделял время контенту ютубу и продолжал фармить весь сезон, то мог бы спокойно сделать более 10 тысяч уровней. Так где же я все-таки фармил? Большую часть времени я проводил в могильнике. Почему именно там, спросишь ты? А я отвечу. Потому что это была самая прибыльная локация по фарму опыта до перестройки севера, конечно. Но почему какой-то всратый могильник приносит больше, чем Затон, Лима или Ян? Ответ неоднозначен. Во-первых, он близко к базе долга. В среднем ходка в могильник занимала 20 минут. То есть за час я успевал 3 раза вынести. Во-вторых, там относительно безопасно. Да, бывало приходили ПКшеры со свободы, но это не сильно влияло на фарм. В-третьих, количество выпадаемого опыта. Со спотов падало там не так много, от 0 до 8 запечаток. Но сами споты очень близко друг к другу, так что фармить все нужное можно было в радиусе 300 метров. Плюс, с боссов жирно падал лут и опыт. Эта локация была лучше остальных, потому что, например, на Янове и Затоне приходилось кучу раз умирать, чтобы вынести лут. Хоть там и падало больше опыта, но из-за смертей и дальней дороги все плюсы нивелировались в сравнении с могильником. В соотношении опыта за час и безопасности лидировал именно он. Еще я фармил на свалке. Там падает больше опыта, чем в могильнике, и за такое же время можно нафармить в 2 раза больше, чем в могильнике. Но проблема в том, что свалка опасная локация, с высокой конкуренцией. Но ночью я ходил туда вместо могильника. Конечно, я фармил и север, но только когда в могильнике был какой-то пиздец. То есть 200 человек на один спот или приходили ПКшеры. Хотя там люди почти всегда были в таком количестве, но очень часто попадал на АФК. Больше всего времени я провел именно в могильнике. К слову, если бы я покупал столько уровней, мне бы пришлось въебать 4000 баксов. Это полный абсурд, согласитесь. Ну это пиздец какой-то просто. Будь у меня такие деньги, я бы апнул норм ПК, сделал охуенное рабочее место, нанял бы людей и делал лучший контент. А вот что я получил за эти 5000 уровней, это уже интересней. Итак, элементарная математика. Если не брать в расчет начальные 500 уровней, награду за которые вы видите на экране, то за оставшиеся 4500 уровней я получил 1800 нестабильных аномальных батарей, 450 тысяч обменных монет, 4500 передаваемых тактических запасов, 2700 персональных тактических запасов, 1 800 000 кредитов, которые я бездарно слил в никуда ради ебаного Эльбруса, который мне не выпал за 239 кейсов. Вы это, блять, представляете? Кому-то падает с 1, 5, 10, 20 кейса, а мне тому, кто 3 месяца ебашил в этой ебаной игре, по 8-12 часов в день нихуя не выпало с 239 кейсов. Просто вдумайтесь в масштаб. Это какой-то абсурд и параллельная реальность. Кстати, сам опыт кейс можете глянуть у меня на канале, видео об этом есть. Вообще награды за 5000 уровней солидные. Учтите, что я еще фармил деньги, когда фармил уровень БП. Так что плюс еще 300 миллионов я зафармил наличкой. В этом сезоне некоторые локации, такие как свалка и кузня по фарму БП, все еще актуальны. Окей, закончили с уровнями, пора переходить к open кейсу. Я не буду показывать весь open кейс, потому что вы можете глянуть их в моих больших отдельных роликах, а покажу лишь то, что выбил. Итак, кейсы с Эльбрусом. Вот моя награда. 4 барски, 2 магазина 5.45, ножик Егермейстер, 3 магазина 5.56, 4 прицела Асикейр, 1 магазин на СТС или Скар, 3 мини-глушителя, РПК-16 и остальное по мелочи дешевка. По деньгам это всего лишь 60 миллионов, примерно.
не учитывая магазин на СТС-ку, так как я слил его раньше, когда он был дешевый. Плюс, учитывайте, что я разыграл один магазин 5.45, барску и мини-глушак. Так что чистыми заработал еще меньше. А если бы купил не кейсы, а запаски, я бы гарантированно заработал около 200 миллионов. Кейсы это скам. Теперь что по поводу опенкейса тактических запасов. Открыл я чуть более 3300 тактических кейсов и 4 кейса за гильдии. 16 кейсов с обликами и еще 7 кейсов с Эльбрусом. Из этого всего мне выпало красная часть на Скорпион и магазин, а с обликов и кейсов Эльбруса ничего. А вот из запасов мне выпало 2 Макмиллана, 2 пулемета и 1 Зивка. Примечательно, что первая лего мне выпала только на 1200 кейсе. Вот так вот. Эти кейсы тоже подкрученное дерьмо. Кому-то, чтобы выбить все, нужно потратить несколько тысяч кейсов, как мне, а кому-то за пару сотен падает все. А это разница в десятки миллионов. Обычно подкручивают новичкам и донатерам. Ладно, вот что у меня еще вышло по снаряге. РМО, Тесак и еще ТКС и та другая пушка. А по обычным ресам 2 стака шампусика и куча водки Кривой Коготь. Дальше очень много наборов мастерских. Я правда хз, зачем они мне в таком количестве, так как они не используются так часто. По продвинутым запаскам и инструментам выпало не так много. А вот батарей солидно, почти 1000. Так что это норм. Еще выпало несколько разных прицелов. 2,5 стака стандарток и буквально тонна боевого гороха. Еще немного дешевок и дальше просто скины с красками. Это то, что по предметам. Но еще с кейса выпадали детали, так что их у меня вышло на 1,5 миллиона. А 1,5 миллиона было у меня раньше. Теперь давайте к самому сочному – деньгам. Забегая вперед, скажу, что этим летом я заработал больше миллиарда игровой валюты. Но есть нюансы, о котором я вам сейчас расскажу. Если вкратце, то лето принесло мне 314 миллионов за передаваемые кейсы, 134 миллиона на счету, 59 миллионов за аномальные батареи, 52 миллиона за другие кейсы и еще 31 миллион за инструменты, запаски, артефакты и все остальное, что я нафармил за это время. В итоге получилось чистыми заработать 590 миллионов, которые я могу продать и что-то на них купить. А теперь самое интересное – грязные деньги. Это те бабки, которые я потратил, раздал и т.д. В этот список также входят персональные предметы, которые я выбил и заработал за лето, но с учетом, если бы я их покупал на аукционе. Вот что у меня получилось. 200 миллионов на кейсы с Эльбрусом, 158 миллионов на прокачку убежища, 115 миллионов на персональные кейсы и 80 миллионов на розыгрыши, не считая тех 30 миллионов, что за эти 2 ролика. И это только летом столько я потратил на розыгрыши. А в общем за все время на розыгрыши я потратил около 200-300 миллионов. Далее по персональным вещам грязными вышло еще 112 миллионов. Итак, этим летом у меня крутилось 1 миллиард 255 миллионов денег, из которых только 590 миллионов чистыми. Заработал я все это просто фармом БП и обычным фармом. В любом случае у меня на канале есть ролики, где я показывал, как и что делал. На заработанные деньги я купил 10 тысяч кейсов, которые будут пылиться у меня на персоналке. К вопросу зачем? Скажу, что это нужно, чтобы на этом заработать еще миллиард. Не зря же у меня 2 высших диплома по экономике, банкам и финансам. Некоторые заметили, что стрелок я так себе и не силен в PvP-шутерах, но зато я прокачал навыки в интеллект, экономику и финансы для себя, то есть для своего персонажа в реальной жизни, то есть того, кто сейчас это говорит. И теперь я зарабатываю столько, что любому PvP-шеру только будет в снах сниться. Это не первая инвестиция в StarCraft и не последняя. Все фишки я рассказывать не буду, но ролики о том, где и как я еще заработал миллиард, точно будут. Напоминаю, что все опенкейсы, челленджи и не только я стримлю на Твиче, так что залетайте. Еще у меня есть телеграм-канал, где свежие новости, розыгрыши и всякое другое. Но еще и бусти с патреоном тоже есть. В целом, этот сезон для меня закончился довольно удачно, в плане денег. Но с Эльбрусом меня Зив, сука, подкрутил. Когда я делал ролик о переходе на новый StarCraft, где я зафармил кучу денег на сохранение шмоток и т.д., тогда я говорил, что посортирую склад. Сейчас поймете, к чему это. В том ролике я убрал первую вкладку, вот эту. И в финальном результате не учитывал еще вот эти шмотки с давнего ролика. Так что еще можно приплюснуть эти вещи. Правда, я их не считал. Если подытожить, то я заработал 1 миллиард 255 миллионов, из которых 590 миллионов чистыми. Получил по несколько экземпляров кейсового оружия, 500 тысяч обменных монет и 1,5 миллиона деталей. Еще у меня есть 3 части на штурму и плюс 800 талонов.
куча персональных шмоток, в общем, все, чего душа пожелает. Единственное, чего у меня нет, это обликов, так как они теперь по сути донатные и пиздец как выросли в цене. Будучи в здравом уме, я не считаю логичным тратить огромные деньги на визуально дерьмовые и тусклые облики, которые предлагал Зевкас. Жаль, конечно, для меня как коллекционера это большая утрата. Но трезвый рассудок помогает мне определить более важные ценности. А теперь к розыгрышу. Условия такие же, как и прежде. Нужно подписаться, поставить лайк и написать комментарий с вашим ником. Розыгрыш только для игроков ЕУ. По награде тут будет 15 миллионов, которые разделены на 3 места. В этот раз секретного места не будет. Более подробную информацию найдете у меня в телеге. Кстати, а как для вас закончился летний сезон? Что вы нафармили, повыбивали? Какие у вас стратегии по поводу заработка денег? А теперь прощаемся. Вроде сказал все, что хотел, так что пока.